И снова здравствуйте! Сегодня видео о том, нужны ли швейные портновские лекала. В большом многообразии представлены на рынке швейных аксессуаров. Универсальные, многоконтурные, с отверстиями под всевозможные пуговицы, петли, припуски. Мое мнение на собственном опыте такое. Для того, чтобы воспользоваться прямой линейкой, нужно самостоятельно определить, где должны располагаться необходимые две точки для прямой. К ним прикладывается линейка и чертится по ней линия. Любое лекало также не поможет создать линии кроя, если вы уже заранее не знаете, как эта линия проходит на чертеже. Лекало — это не шаблон, не трафарет. Это поддержка руки для нанесения четкой, ровной, тонкой, без поправок линии. Лекало отличается от прямой линейки совмещением в своем контуре нескольких изогнутых линий, и только вы знаете, какой фрагмент лекала к какому участку приложить для получения подходящей вами линии. Для построения чертежа нужно не так уж и много. Это не значит, что все существующие лекала стоит выбрасывать. Расскажу, какие линейки есть у меня, достаточно ли их, пользуюсь ли всеми, и если да, то как их использую. Располагаю по степени важности и заменяемости. Без чего не обойтись, кроме пишущих принадлежностей. Линейки. Желательно сразу определиться с местом для хранения. Самым удобным, мне кажется, наличие отверстий для подвешивания на крючок. Все в одном месте, не деформируются, не царапаются. Самым важным и неотъемлемым считаю угольник и линейку длиной 1 метр. Прочные, стальные или деревянные на много лет. Так повелось, что мне удобнее строить выкройки на белых листах, чем на миллиметровке. Угольник нужен, естественно, для прямых углов. В данном случае можно увидеть как внутренний, так одновременно и внешний. У них свои начала отсчета и свои шкалы. Длинная линейка не менее метра для откладывания длины изделия, направляющих, середина центра спинки переда. Если брюки чертить сразу на ткани, то она может быть подвижной. И тогда очень удобно метровой линейкой сразу на ткани чертить центр брючины, чем прикладывать несколько раз короткие линейки. Не у всех сразу есть большие удобные столы, потому мягкие линейки не из толстых материалов, например, вот такие, могут быть неудобны на прогибающихся поверхностях. Для некоторых операций бывает нужен циркуль. Для нагрудной выточки, если замерять ее на плече от центра груди, не у всех найдется циркуль на 24-30 сантиметров, потому прямой линейкой или сантиметровой лентой нанести несколько засечек, зажимая один конец и очерчивая на нужном расстоянии, очерчивая засечки, после чего округлую линию. Этого вполне достаточно сантиметром или линейкой. Современные сантиметры из пластика, поэтому они легко деформируются, растягиваются. Один край относительно другого может быть вполне не одинаковым быть. Потому лучше заранее иметь несколько штук в запасе. Все остальные предметы нужны для удобства, не необходимости. Например, такая линейка, как сабля. Лучше прочную. У меня сейчас в распоряжении тонкая, мягкая. Но для основной функции достаточно. Она очень похожа на обычную линейку. Но видно, что она немного изогнута. Действительно, удобная линейка.
для длинных линий, слегка изогнутых от талии до бедра в поясных изделиях, брюках, юбках, в плечевых изделиях от талии до бедра слегка более выгнутая часть нужна, более короткая. В брюках, юбках до колен проводится прямая линия и примерно на середине чуть прогибается внутрь. Расстояние значительное. На глаз сложнее ровно за один прием начертить, потому эта линейка очень удобная. Она прикладывается к бедру, а вогнутой частью от бедра до колена. Не на прямых брюках, а на любых, хоть немного зауженных. Вогнутая часть от бедра или линии сидения до колена. И слегка выгнутая часть. Я, конечно, сейчас использую натуральную линейку, а показываю на миниатюре, чтобы крупным планом все влезало. Вогнутая часть от талии до бедра. Таким образом, по нужной длине всегда найдете подходящий изгиб. В принципе, она подходит даже для этой миниатюры. Деревянные простые линейки. Они все чем длиннее, тем шире. Раньше их с пометками, здесь на самом деле 2,9, здесь 2,54. Раньше я их использовала для припусков, подгибки. Потом отказалась. Причину позже поясню. Теперь их можно использовать, например, для застаивания швов. Также для этой цели под рукой у меня всегда деревянные щетки для одежды. В составе нет смолы, пятен не оставляет. Также ими легко с одежды в этот момент смахивать линии от мыла, или мела, кто что использует. Обычные линейки, короткие вот такие, мало используемые у меня, так как все равно надо под рукой иметь длинную на 50-60 сантиметров. Например, длина юбки до колена. Чтобы не держать под рукой несколько, весь вот этот ворох, предпочитаю одну, но длинную. Так что, как линейки, они уже ушли. Вот эта железная на 50 сантиметров. Соответственно, такая же коротенькая на 30 уже не актуально. Удобно иметь вот такую прозрачную линейку. Правда, на ней хуже некоторым могут быть видны числа на 50 сантиметров. В чем она хороша? У нее есть небольшие очевидные срезы. Вот этот сгиб прозрачный, сантиметр шириной. И с другой стороны вот эти скосы. Ширина этих скосов по сантиметру. Их вполне можно использовать для сантиметровых припусков. Так что у вас, скорее всего, под рукой всегда уже есть много нужных аксессуаров. Вот любая линия, линейка со своим скосом. Вот эта линия, например, или вот эта. Прикладываю линию к линии. И спокойно можно очертить подгибку, а другой линии наложить. И можно очертить сантиметровый припуск. Лучше использовать для разных целей прозрачные линейки. Они позволяют видеть срез ткани и контролировать все происходящее. Следующий вариант это, например, вот такое лекало. Одно из множества. Можно увидеть, что у нее схожий внешним видом на саблю край. Но если сравнить, то становится очевидно, что линия бедра более, предполагать, если это что линия бедра, то она более короткая и гораздо более выгнутая. Она слишком выпуклая для брюк, юбок,
линий от талии до бедра. Только если для выточек, но это слишком узкая направленность для всей линейки. На ней есть транспортир, очень мелкий. В обе стороны нанесены шкалы. Читать сложно, но в принципе можно. Для прямых углов, для совмещения линий в прямую линию. И у него не было центра от 0 до 90, так что тоже пришлось обозначение делать самой. У данной линейки также можно увидеть отметку и сантиметровый припуск. То есть можно по прозрачной части очерчивать линию. И сразу же обозначать после этого сантиметровый припуск. На данной линейке можно увидеть очевидную деформацию. Я прикладываю на данную линию, мне прекрасно видно здесь 3 сантиметра, и очерчиваю. Так что 3 сантиметра, тут же передумав, можно сантиметр, а может быть, например, сантиметр припуска. Не надо никаких дополнительных манипуляций, отмечать вертикально 3 сантиметра или что-то еще делать. Просто сразу прикладываем нужную грань к краю и откладываем. Либо припуск от края сразу. Существуют разнообразные наборы линеек для припусков. Толстенькие из оргстекла или пластика, даже с ручками. Порой подписанные, некоторые без, чтобы подбирать нужные сантиметры. Надо думать, как их хранить, в какой коробочке. Перебирая их, они будут звенеть. Особенно в ночи. Не самое лучшее дело, пока вы подбираете нужный вариант. Они недостаточной длины. Обычно они очень короткие. Меня когда-то пытались убедить в их удобстве, те, кто ими пользуется. Не получилось. Данная линейка одна заменяет все разные варианты припусков. Линейки для квилтинга по-разному размечены и транспортиром, и вот такой вот сеткой. Существует еще треугольник популярный, у него тоже вертикальная разметка. Они удобны. Там много разных припусков, хоть до миллиметра. Все сразу в одном инструменте. У прямоугольника, который я показывала, тоже есть эта волшебная для меня функция. У него есть вот здесь шкала до 3,5 сантиметров, которая здесь отсутствует, но я наклеила бумажный скотч и продублировала эти метки. Основные припуски можно приложить к линии и отчертить. Единственное, что чем она уступает вот этой линейке, тем, что вот эта линейка прозрачная, под ней видно, а эту надо накладывать на длинные линии, у которых грани будут дальше. Будет видно, куда прикладывать линейку. Примерно вот так. Соответственно, с обеих сторон должна быть видна эта линия. Угольник очень хорош для начального черчения угла, для быстрого одновременного откладывания значений угла по обе стороны. Например, у проймы. Можно сразу отметить 5 сантиметров и 5 сантиметров. И чертить уже диагональ и от нее искать биссектрису. Также можно удобно для горловины откладывать. Отложить одновременно ширину горловины и глубину. Естественно, у данной линейки есть вторая функция, для чего, в общем-то, ее многие и приобретают. Это ее округлые срезы. Предполагается, что ее можно использовать для нанесения линий горловины, проймы, например. Горловина. Почему я эту линейку не использую для для этой функции, для этих срезов? Вот представим себе, мы нанесли 2 точки горловины, ширина и глубина. Взяв данную линейку в руки, мы не сможем сразу начертить горловину, потому что мы не знаем, как ее приложить
чтобы она оказалась нам подходящей. Либо мы сразу сами видим нужную линию, либо мы должны иметь еще какую-то из точек, к которой мы сможем подобрать линию, чтобы она прикладывалась ко всем этим точкам. Либо мы поймем, что что-то не подходит, либо данная линейка не подходит нам под данную линию, мы можем что-то подправить, уже от руки подрисовать, либо поискать какой-то подходящий плюс-минус срез. Также абсолютно и с проймой. Если мы знаем, как она выглядит, мы и без лекала сможем начертить. Но нам нужно подбирать какой-то конкретный вариант. Если у нас есть одна контрольная точка, есть другая контрольная точка, то это не поможет определиться с тем, какую линию нам, какую часть этой линии нам использовать. Так же, как и линии и, например, капля. И разные другие лекала с округлыми срезами. Либо мы сами видим, подходит нам это или нет, либо нам нужно иметь дополнительные линии, точки. Ну, например, та же точка где-нибудь на биссектрисе, чтобы мы уже по 3 точкам могли приложить, подобрать, использовать. Пройма строится по нескольким точкам, и ее кривизна и линия глубины различны спереди и сзади. Также спрямленность при моделировании. Нет готового шаблона для каждого размера фигуры модели. Никто за вас не скажет, как именно приложить лекало для построения линий. Лекало способно только поддержать направление руки, ручки в данном случае, для ровности линий. Так же, как и с проймой рукава. Примерно приблизительно нарисовала некоторый окат. Как не прикладывать, надо понимать, что вам подходит, что вам не подходит. И начертить можно только несколькими какими-то переборами линий, что вам подходит в данном случае. И очевидно, что линии уходят куда-то в сторону, и вам надо как-то, возможно, это дело подбирать и потом подрисовывать плавность, состыковку этих линий. И только вы знаете, как должна здесь эта линия идти. Не ищите готовых лекал. Без достаточной теории они неэффективны, так как все равно много придется в итоге промерять, примерять, подправлять. Есть одна линеечка, которая для меня является очень важной, но она нужна не всем, конечно. Единственное, что сейчас я покажу вам один вариант, но мне надо его идти менять, потому что у меня таких уже много, и пластик для меня оказался неэффективным. Мне надо менять на железо. Слишком часто я их меняю, ломаю, слишком они для меня хрупкие. Просто беру в руки, и она рассыпается. Не знаю, как это происходит. Линейка закройщика. Я думаю, такие в школе были у многих. Каждый сантиметр — это обычные сантиметры. Они поделены на 4 части, и, соответственно, сами линейки бывают разных длин. В данном случае линейка на 30 сантиметров, она 30 умножить на 4 соответствует 120 меньшим единицам измерения. Она нужна для того, чтобы не тратить много времени, а размышляя, подбирая для себя какую-то модель, найти гораздо быстрее в маленьком формате подходящие линии. Гораздо более меньший вариант то есть брюки можно нарисовать на одном листе А4
и посмотреть, как идут линии кроя буквально за несколько минут. Не надо вычерчивать все полотно. Очень для меня эта линейка важная, потому надо менять на железную. Есть еще несколько линеечек. Вот такие вот шаблончики тоже продаются. Предполагается, что они также нужны для миниатюр, для очерчивания. Кто рисует какие-то мелкие форматы одежды. Для меня это оказалось просто цветным пластиком. Возможно, кто-то, кто рисует эскизы, им это окажется более подходящим и удобным. Есть у меня еще одна, скажем так, игрушка. Называется гибкое лекало. С одной стороны это дюймы, с другой стороны это обычные сантиметры. Считается, что она совершенно не обязательна для использования. Она принимает любые формы и фиксирует эту форму по вашему замеру, либо по какой-то измеренной кривой линии на чертеже до тех пор, пока вы не исправите это во что-то другое. Берем в руки, она сохраняет абсолютно эту форму. Есть, говорят, жесткие. По комментариям читала, что кто-то находит не совсем подходящие для себя. Достаточно жесткие варианты. Моя, в общем-то, нормальная линейка. Брала я на одном из известных магазинов, ничего особенного. Кто-то предполагает ей замерять кривизну каких-то линий. И уже по сантиметрам, взяв в руки, ее можно как перечертить в любом другом месте, так и просто сделать замер без сантиметра, не ставя сантиметр на ребро, как это обычно происходит. Тут придержать, чтобы не убежало. И вот медленно переставляя руки, промерить. Можно вот, беру ее в руки, заново ставлю, и вот форма сохранена. Основное, для чего я ее брала и для чего я ее, в принципе, использую, это для замера линий брюк, когда это еще не линии, а тело. Не всем удобно и корректно промерять там сантиметром. Предполагается, что она, в общем-то, сохраняет еще и форму тела. Когда мы замеряем сантиметром обычно, мы можем все какие-то вот наши физиологические особенности промерить и тем самым удлинить линию. Не всегда это нужно, потому что линия должна быть просто обычной, округлой. И все наши складочки и прочее нам там не нужны. Поэтому линия данная, если она средней жесткости, она позволит как-то это дело нивелировать. Некоторые округлости без каких-то мелких складочек и прочего. То есть, с одной стороны, она покажет вашу линию, а с другой стороны, она поможет замерить. У меня она не самая длинная, на 60 сантиметров. Есть и короче, есть и длиннее. На большие размеры, на взрослых, конечно, ее не хватит, но вы хотя бы можете, допустим, замерить от какой точки до какой и дальше уже корректировать по телу замеры. Мне этого хватает, и основную функцию по линии брюк она мне помогает делать замеры, поэтому, повторюсь, это абсолютно не обязательно, но приятная помощь. Таким образом, кроме сантиметра, пишущих принадлежностей, абсолютно важным является угольник, метр, желательно любая прозрачная линейка для припусков, прямая линейка на 50-60 сантиметров или совмещение 2 в 1. Линейка на 50 и припуски минимальные можно отмерить. Но удобнее можно и вот такую использовать. Не обязательно, но вот метр, сантиметр, угольник и сабля. Это, я считаю, минимально необходимым. Припуски желательны
Надеюсь, мое мнение для вас оказалось полезным, чтобы не скупать все подряд. Лекала для хранения их дома и размышлений, что с ними делать. Кнопка одобрения, уведомлений и подписки приветствуется к нажатию, чтобы я понимала ваше мнение о моем видео. Удачных выкроек! До скорых новых встреч!